интересно. Если у вас задача раскрутить журналистов вашего агентства в действительно реально значимых медийных фигур. Ну, эта задача, наверное, одна из самых важных, которая сегодня стоит, потому что с точки зрения позиционирования агентства, как в Израиле, так и за рубежом, то есть каждый из этих людей, он позиционирует и агентство в целом. Задача номер один перед ними стоит. Вот эта задача, это стать действительно, стать раскрученным, если можно так сказать, стать известным. Но я им говорю проще. Вот, как мы вот это говорим, например, вот наша Эмма, да, вы знаете, наша журналистка, когда Путин был в Турции и встречался с Эрдоганом, то есть сайт поместил всего несколько материалов из BBC, по-моему, откуда-то, и один был ее аналитический материал, который он написал по итогам визита, встречи премьеров, и сайт выбрал и его поместил. То есть, вот они когда говорят, что и много таких у нас сотрудников, где сайт Министерства иностранных дел или что-то размещает на арабском, на персидском, на английском, это очень часто бывает. Но я говорю, ко мне не подходите, это не успех. Когда вам будут платить за это, за ваше выступление, то есть это оценка, вот тогда мы будем говорить, что это будет первичный успех. Конечно, они проходят дорогу, это нелегкий труд. Стать экспертом не так-то легко. Это огромный объем знаний, это огромный опыт, который должен быть накоплен. И, конечно, внутренний дар человеческий, который должен быть. Но тут еще есть один важный нюанс, что многие действительно знающие толковые эксперты, они, к сожалению, не умеют правильно коммуницировать. Они неинтересны СМИ, потому что они не могут в простые, емкие формулировки облечь, то есть, иными словами, короткий ответ на важный содержательный вопрос. То есть они чувствуют огромный объем информации, который они обладают, и пытаются всю эту информацию выдать. Здесь ведь надо найти, наверное, еще и соотношение между формой и содержанием. Вот как вам кажется, допустим, для азербайджанской журналистской экспертной среды есть такое ощущение, что уже пишут по-западному? То есть как-то иначе, чем, допустим, писали 5-10 лет назад, те, кто опирался еще на советскую школу журналистики? Ну, безусловно, этот процесс идет. И это видно, то есть люди развиваются, естественно, эксперт это человек достаточно, я думаю, если я известный эксперт, достаточно умный человек, который все анализирует, видит, и подача, естественно, меняется. Что касается наших экспертов, я как бы этого не говорил, у меня в голове я держу какие-то этапы их развития. Я думаю, что на каком-то следующем этапе, когда я увижу, что они уже достигли каких-то, скажем так, этапов, наверное, тут в вопросе ораторского искусства и прочего дела, безусловно. Это надо будет нам готовить их. Но это вопрос завтрашнего дня, пока я даже им об этом не говорил, но это вопрос ко всему в свое время. То, что вы говорите, это очень важный элемент достижения успеха в этой среде. То есть, чтобы коротко говорить, правильно говорить, четко, это вопрос, прежде всего, знания предмета, наверное. Вот в России, мне кажется, что наши многие ведущие информационные агентства находятся в состоянии постоянной внутренней реструктуризации. То есть смысл реформ часто сводится к тому, что один департамент ликвидирует, другой создать, одного человека с одного места передвинуть на другое. При этом нет четкого критерия и четких оценок эффективности вообще этих структурных перестановок. Вы в этом плане консерватор или тоже есть такая склонность вот годик посидеть, подумать, а назначу-ка я вот этого человека на другой отдел, или ликвидирую-ка я, или солю эти два департамента, или все-таки стабильность и такая системность подхода к внутренней структуре вашего агентства, это, так скажем, кредо ваше личное? Какой подход вам более кажется приемлемым? У нее подход меняется, может меняться, может нет. От настроения меняется, зависит. нет, раз к концу месяца. Я вам скажу, что очень большой объем продаж, вообще как бы вот такая стратегия, мы продаем новости через интернет-агрегаторы, которые по всему миру реализуют новости. Там очень сильная конкуренция внутри, то есть твою новость прочли, ты получаешь деньги, нет, то есть там все четко. Итог месяца, когда я получаю отовсюду, что и как читали, вот тогда начинаются разборки. Почему? Была неоперативная подача новостей из регионов, не так писали новости, не такие заголовки были поставлены. С чем это связано? Что нужно менять? Роль заголовка велика? Для интернета, да, она должна. Там подача главная. Я вам скажу, что заголовок, он вот
с первого дня я все время говорю, вы должны беречь ньюсмейкера. То есть ньюсмейкера надо беречь. Это человек, который может сказать и ошибиться в процессе разговора. Может быть, говоря мысли, показаться, что он не так сакцентировал. Должно быть твое понимание того, что он говорит. Ты можешь дать даже заголовок немножко другой, не совсем отражающий то, что он хотел сказать. Но сразу, как открываешь текст, должно пройти то, что он хотел сказать красной строкой. Тогда с вами начинают работать, тогда вам дают новости, тогда вас ищут. И насколько вообще конкурентно азербайджанское, внутриазербайджанское информационное поле, и в чем вообще специфика его, если сравнивать с Россией? Ну, если сказать о конкуренции, безусловно, нашим в Азербайджане самым большим конкурентом и самым большим другом, наверное, является агентство государственное Азертадж, которое достаточно профессионально работает. Там 90-летие в этом году его отмечали, то есть это достаточно профессиональное, и включая и журналистов, и административный ресурс этого агентства. Это очень важно, чтобы была конкуренция, потому что ослабляются журналисты, когда нет конкуренции, когда нет не с кем бежать, быстро давать, то есть и не на кого ориентироваться. Азербайджанская медиа развивается сегодня. Я вам скажу, что очень много газет, порядка вообще 4000, я помню последние цифры, почти 4200 СМИ зарегистрировано. Очень легко регистрировать СМИ, то есть просто в явочном порядке, не надо там получать разрешение и прочее. И журналистика развивается в целом. Я это вижу по тем людям, которые сегодня мы набираем на работу. Они, например, же приходят несколько другого уровня. То есть там меньше надо работать и меньше готовить. Газеты, журналы развиваются, создаются агентства, новые порталы создаются. То есть журналистика Азербайджана развивается. И эта специфика, она есть. Нам немножко сложнее, немножко проще мне, как администратору, потому что появляется конкурентная среда. Несколько месяцев назад вы говорили о желании и стремлении создавать такие экспертные площадки международные, которые бы работали так, на солидарной основе между трендом, другими информационными агентствами. В чем вы видите значимость такого рода экспертных советов, каких-то иных форм коммуникации между политологами, социологами? Что дает это тренду? И я думаю, это прежде всего возможность использовать площадку. Тренд уже достаточно регионально, он достаточно подрос, и его читают, видят в достаточно широкой сфере. Мы сами сегодня новостными анализами, этим подачами, достаточно широкий спектр экспертов со всего мира во всем этом участвует, в оценке этих новостей, в подаче новостей, в подаче экспертного мнения. И как мы посчитали, что уже есть, учитывая этот уровень этой работы, учитывая то, что делают наши эксперты, то, что может делать экспертная площадка тренда, мы можем достаточно широко и глубоко по всему миру распространять через наши возможности уже и в интернете, и в платном интернете. Я думаю, что это то, что даст и тренду в плане имиджа, в плане медийную структуру, которая привлекает к себе серьезные экспертные мысли. И одновременно, я думаю, это то, что может дать возможность лучше понять проблемы региона, лучше увидеть нашу страну, лучше узнать проблемы именно Каспийского региона. Я думаю, что это очень важные вещи и для развития тренда самого.